Привет всем зрителям и подписчикам пермского игрового канала. Меня зовут Михаил. Сегодня мы продолжаем играть Alan Wake. В прошлой серии... что было в прошлой серии? Мы пробрались через шахту. Я очень люблю замкнутые пространства. У нас есть охотничья винтовка. Один петард. Так, и мы все еще пытаемся пробраться к Mirror's Peak. Что ты делаешь, Алан? Так, ну, типичная ситуация для меня. Я перепутал кнопки. Я думаю, сюда, по идее, не надо было идти вообще. Но я пошел и нашел нужные штуки. Вкусняшки-приколюшки. Алан. Я думаю, нам туда? Скорее всего, нет. Мне это очень не нравится. Мне это охренеть как не нравится. Так. Цирковые птицы отошли. И это хорошо. Я надеюсь, что больше не будет подобных ситуаций. Так, давайте заводить. 2, 3. Отлично, завелась. Чекпоинт. Отлично. Как нельзя, кстати. Так, батарейки. Шлейфер, ракетница. Ого. Перезарядить оружие. Ну, значит, ракетница пригодится скоро. 3 патрона в ракетнице. Ну... Так себе, как бы, да? Я вообще не люблю ракетницы, потому что... как-то слишком быстро все убиваются. Ой, теперь я понимаю, зачем нужна ракетница. Так, давайте пожгем их как сможем. Блин, они качают просто вообще жуть. Готовы? Перезаряжаем. Еще летят. Бешеные стаи птиц, мать вашу. Ой, давай бегом. Давай бегом. Где-то тут птицы же опять летят уже. Я слышу их. Нет? Все, походу не летят уже. Что, господи? Алан, нет. Алан, только не этот. Ох. Ну, приземлились не совсем удачно, но хотя бы так, знаете, приземлились. Перезаряжаем оружие. И я думаю, ракетницу оставим на потом, пока возьмем винтовочку. Кто-то идет прямо и ломает деревья. Я не понимаю, что это. Тише. Это было очень неожиданно. Так, я вижу фонарь. Думаю, мы дошли по правильному пути. Батарейки, патроны. Патроны для револьвера. Давайте возьмем револьвер. Все-таки у нас там... хотя нет, давайте винтовочку. Все-таки... Хоть и в револьвере много патронов, но винтовочка в этом плане... Думаю, мне больше поможет. Я что-то вижу. А еще я что-то слышу. Патроны для охотничьего ружья. Блин, мне это не нравится. У меня ужасно чешется глаз. Тихо, в сторону, парень. Перезаряжай батарейку, перезаряди. Готово. Теперь можно перезарядить оружие. Так, ну падают они как бы с этого ружья с одной тычки. В отличие от дробовика, там надо 2 выстрела сделать.
И это уже хорошо. Так, вижу фонарь. Фонарь, фонарь, фонарь. Ух, фонарь работает. Не погас. Батарейки. По-моему, сейчас что-то будет. Есть у меня такое подозрение, что что-то будет. Очень нехорошее. Недаром же нам дают столько патронов и батареек. Озеро Колдрон. 8-е по глубине в мире. Это вулканическое озеро, так называемая кальдера. Сам вулкан можно считать активным, но он не извергался со времен вулканического землетрясения в 1970 году. И даже с той поры подземная активность была сравнительно слабой, хотя материальный ущерб и случался, но обходилось без жертв. Озеро Колдрон – одно из красивейших мест в окрестностях Брайт-Фоллс и вместе с тем центральный элемент местных легенд. Это популярная зона отдыха для жителей региона. Ага. Популярная зона отдыха. Где-то я это уже слышал. Зона отдыха, мать его. Так, ну что, Mirror's Peak-то рядом вообще нет? О, Алан! Алан, аккуратно. Аккуратно, Алан. Не торопись. Что? Ой, у ворот, Алан! Алан, еще раз вспышку. Готово. Топорики летят или нет? Так, один парень остался. Двое. Быстрее перезаряжай. Алан, твою мать! Перезаряжай оружие. Алан. Поторопись! О, я это сделал. Да, когда нападают с двух сторон, вдвойне страшнее. А я... Так, что это за пометка? Что-то... Мне не очень она понятна. Предлагают сходить туда. Как-то я... Ребята, я не особо хочу туда идти. Я туда не пойду. Кладбище опять какое-то, что ли? Знаете, геймдизайнеры постарались на славу в этом плане. Так, все, я вижу, куда идти. Аккуратненько идем. Так, рукопись давайте почитаем. Найдем. Оп. Все, теперь можно прочитать. Мод на озере Колдрон. It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Хорошо. Так, оружие перезаряжено, фонарик заряжен. Все, можно идти. Ну, такая игра, конечно, ух, пугает меня очень сильно. Я еще, знаете, как бы специально не прохожу ее так как бы за раз, да? Потому что, чтобы адреналина побольше было. Вот как Dead Space, к примеру, да? Если Dead Space поиграть хотя бы там час-два, то уже не будет страшно. Поэтому надо играть порциями по максимум по часу. Но я играю где-то по полчасика примерно в день, и мне хватает. И каждый раз ощущаю один и тот же адреналин от появления всякой нечисти. Господи, мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Нет. Я туда не хочу.
Что? Том. Том. Ты видишь это? I miss you. Типа я скучаю, что-то такое, не помню. Том. Ты разговариваешь со мной по телевизору? Том. Блин, все так. Том. I miss you, Том. Так, пространство довольно большое. Давайте аккуратненько обследуем всю территорию. Патроны для дробовика. Но дробовика у меня нет. Взять патроны для чего? Охотничьего ружья, как раз то, что нужно. Так, здесь у нас... Ой, эти штуки мне вообще пригодятся. Ну что, давайте наверх. Оглядимся. Что у нас наверху? Так, чувствую, сейчас вот эта конструкция подо мной провалится, и я упаду вниз, и будет много демонов. Я умею предугадывать события, люди. Еще одну вспышку. Тише, ребята. Так, один остался, да? Или нет? Нет. Вот теперь один. Блин, опять не один. Что такое, мать вашу, откуда у вас столько берется-то? Так, шлейфер поможет мне. Перезаряжаем, у меня осталось буквально 3 патрона. Батарейка. Алан, быстрее перезаряжай. Твою мать, Алан. Фух, я это сделал. Так. Ну что, теперь можно подобрать патроны для револьвера. Вовремя. Теперь можно подняться наверх и пройти еще раз. Думаю, не весь пол обвалился, и я все-таки смогу как-нибудь пробраться. Да, я смогу, вот здесь по краешку. Давай, Алан. Оп. Красавчик. Какие-то оградки, все везде оградки. Так. Контрольная точка. Ладно. Mirror Peak, я думаю, уже близко. Хотя хрен его знает. Я игру прохожу в первый раз, поэтому... Блин, мне ужасно чешется глаз. Угу, мне туда. Чувствую, путь будет не близким. Что там такое вдалеке? Видите тоже, да? Вот там. 7 фонариков. Это уже хуже, чем я предполагал. Я тоже очень страшусь. Уэйк просыпается в доме. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Ну, вот эта рукопись, да, мне уже дает какое-то понимание о том, что я был прав в первых сериях, да, о том, что Алан не в себе, и все это ему кажется, и никакой жены у него вовсе и не было. Никогда причем.
Да, это я. Hey, I'm here. I'm coming. Я иду. No, get away. Sorry. Please, it's late. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear, I didn't know. We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just Я had her to make не верю, то, что это кричит человек. They got him writing for us. А нет, это он. Ох, мать. Ненавижу скримеры. Охренеть. Вот это путешествие. Третий эпизод закончился. Закончился довольно странно. Давайте посмотрим начало четвертого еще. Хочу очень. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. Правда. Alan, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go, Alan. Hartman, I fell. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you lied. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Да. С наведением фокуса на самом деле все No плохо. manuscript pages. Так, Алан, ты ничего и не написал. The door was locked. I was a prisoner here. Идет Хартман. Открывай меня. Good evening, Alan. Are we feeling better now? Feeling calm? Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the message. Loud and clear. Why, right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Так, момент. Он сказал, я снова познакомлю вас с моей клиникой, вдруг вы что-нибудь забыли. То есть, понимаете, да, в чем смысл? То, что мои подозрения правдивые пока что.
Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. This way, Alan. Хорошо, иду. Что, лифт? Да, лифт. Деревянный лифт. Круто. Ни разу не видел деревянный лифт. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice drowned, and you couldn't face that. You're suffering from hallucinations, paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your writings are affecting reality. She has been kidnapped and supernatural forces of darkness are trying to stop you. We go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. It's all Да, in your пока что я head. тоже верю. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Да. Это и впрямь так и есть. Пейзажи, пейзажи. О, вот это надо заскринить. Не было бы только ничего лишнего. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. Вообще шикарно. F12. There's a storm coming. Сейчас только диалог пройдет. I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Вообще красиво. Так, ну что, давай за тобой. Ты там что-то про погоду затирал, типа Alan, what I'm ухудшается, telling you да? is good news. Да, Right темнеет now, we're in вообще быстро. control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. It's part of the illness. I let him After talk. all, Hartman I'm the one obviously trying loved to his bring own you voice. out of the His world words you've echoed constructed for madly yourself. inside my head. But I can't I dug my do it nails by into the myself. palms of my hands to stay You need focused. to work with me. Once you accept that, we can begin the journey towards your recovery. Come along. Let's go inside. Хорошо, давай зайдем внутрь. Так, кто там? Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. The great outdoors, man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. О чем я говорил, что Алан здесь уже не первый раз в роли психа. Ой, это кто? Что с тобой, друг? Emerson.
Почему, когда ты смеешься, у тебя рот не I'm a открывается? real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is. Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson, Okay, sorry. Boo. that's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow strike. games. Ooh, It's yeah. trash, of course, but it does involve some Видеоигры полная ерунда. creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Да, в этом плане Remedy, конечно, молодцы. Да. Ой, господи, что с тобой? Что с тобой, Come, женщина? Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it, you should continue. Почитаем. Добро пожаловать в дом на озере Колдрон. Мы окажем вам всю необходимую помощь, тем не менее просим соблюдать следующие правила. Попросите друзей и близких заранее планировать посещение, чтобы они не приходились на время ваших лечебных процедур или творческой деятельности. Кроме того, просим вас уважать право на уединение и личное пространство других пациентов, особенно когда они заняты творчеством. Дальше. Будьте терпеливы. Большинство наших пациентов сталкиваются с долговременными творческими трудностями, которые не решаются за одну ночь. Позвольте себе тратить столько времени, сколько нужно. Помните, что вы добровольно соглашаетесь на лечение, специально подобранное для вас. Терапия вовлечения, да, называется это все дело, и ее аналог, метод потока, наиболее эффективны тогда, когда пациент активно вовлечен в их формирование. Если вас что-то беспокоит, не стесняйтесь об этом говорить. Хорошо. Я запомнил. My rheumatism's killing me. There's a storm coming. Oh, what a storm. Слушайте, я видал этих людей. Они же тогда были в баре. These two are the Anderson brothers, Odin and Tor. They had how should I put this? A heavy metal band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Oh, that won't do. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check on it. We'll continue this soon. Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson Farm. Valhalla! We wrote it all down, lest we forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. Что он мне My такое head дал? was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Так, помощник и рукопись Томаса Зейна. Zane could feel the poems, taking form, shaping things.
As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He too had a way with words. Угу. Еще какой-то помощник Эмиль был. Tom, you got any booze on you? Yeah, no. We have a stash of the special stuff at the farm. Our own formula. Local ingredients. Medicine clears your head right up. Makes you remember like moonbeams on the brain. Oh, I just noticed. Leather patches on the elbows? That's not very rock and roll. Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. She used us all. Taken from all of us. Took my thunder, the witch. And my ravens, what were they? Memory and thought, the hag. She took something from you too, didn't she? That's what she does. We're better off. This place, the lake, it gives you power. If you're a creator, an artist, God. Nightmare shifted in their sleep in the darkness of the lake. Yeah, that's the one. She makes sure it comes out twisted and wrong. Just ask the lamp lady. She knows what happened to that other rider. She's been using you, boy, and you let her. You went and opened the door for her, didn't you? Now, it was already open a crack. And whose fault is that? We're morally corrupt, disease-ridden, old and stupid. Doesn't mean he had to open it all the way, goddammit. Так, ну, So tired. я даже не знаю, Built the кому farm верить. close to the lake. A place Вернуться to в go. свою комнату. Хорошо, давайте вернемся в нашу комнату. Так, выходим в холл и нам нужен либо лифт. Подождите, взять термос. Так, а еще я хочу поговорить все-таки, может, с кем-нибудь. Ты фонарная леди, нет? Это кто, художник? Oh, hello. I've painted you. Okay. I was just struck by inspiration a couple of days ago. Dr. Hartman wanted me to paint landscapes, and that's what I was doing. But now I've been doing these things, a lot of them. The images just keep coming. Dr. Hartman likes them. He has them in his office. Хорошо. Нарисовал меня. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? Typewriter's in your room. You can get to Хорошо. your room by those stairs, Wake. Идем в свою комнату. Хорошо, я понял, босс. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. А заметили то, что изображение на телевизоре не компьютерная графика? Это на самом деле снято было. Так, мне надо идти в свою комнату. Термос? Хорошо, термос. Термос поможет. Вернуться в свою комнату. Ну так а где? А, в другой, понятно, в другом конце коридора. Это что? Maybe that was the reason for the generator and the work light on the balcony. The generator hadn't been activated, and there was no key. Угу. Генератор включен, а ключа нет. I knew I couldn't, but I figured I should just play along for now. It was the only thing I could do with Nurse Birch watching me like a hawk. The white glare of the blank page in front of me hurt my eyes.
My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. На этом месте я предлагаю на сегодня закончить, потому что сейчас чувствую, будет что-то интересное. На этом все. Меня зовут Михаил. Подписывайтесь, ждите продолжения. Оно обязательно будет. И всем пока.